Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Европейского Союза. Флаг Евросоюза отражает единство и равенство всех входящих в него государств, а также целостность Европы. Он представляет собой ровный круг из 12 золотых пятиконечных звезд на синем фоне, расположенных как цифры на циферблате часов. Также это считается флагом Европы в целом, что подчеркивает единство региона вкупе с индивидуальностью каждой находящейся там страны. Флаг был разработан и принят как официальный символ Европы в 1955 году. Имелось несколько проектов, но Совет Европы выбрал именно этот, так как он отражал его идеалы: единство, солидарность, гармония между европейскими народами и государствами. Впоследствии Совет призвал новые европейские институты принять тот же флаг. В 1983 году Европейский парламент решил, что данный флаг должен использоваться Советом Европы. В 1985 году он был принят всеми лидерами Евросоюза в качестве официальной эмблемы Европейского сообщества, что впоследствии было переименовано в Европейский Союз. Помимо общего флага, страны-участники сохранили собственные индивидуальные флаги как символ идентичности и независимости, обусловленных историей страны и ее народа. В целом флаг является символом самобытности, дружного единства разных независимых государств Европы. Геральдическое описание гласит: на лазурном поле круг из 12 золотых кефаль. Их точки не касаются. Синий фон означает чистое небо, на фоне которого 12 золотых звезд образуют ровный круг, символизирующий единство и равенство всех стран Союза. Таким образом, яркие символические детали флага Евросоюза: круг, единство и равенство; звезды, уникальность и независимость каждой страны; цвета. Круг является символом равенства и абсолюта, так как не имеет ни начала, ни конца, ни какого-либо направления. Каждая его часть равно удалена от центра. Это говорит о том, что все члены Евросоюза равны между собой. Среди них нет главных и подчиненных. Звезды — небесные элементы, дающие свет ночью. Часто, не только в геральдике, их используют как символ космического порядка, который не установлен кем-либо намеренно, но по этому закону существует мир. Именно в геральдике звезда символизирует независимость, единство, свободу, обновление и надежду. Именно поэтому звезды зачастую наличествуют на флагах бывших колоний, которые смогли избавиться от гнета угнетателей и стали самостоятельными независимыми государствами. Также на многих флагах звезды, если их больше одной, являются единицей измерения, то есть соответствует количеству элементов, входящих в государство или союз государств. Звезды европейского флага не случайно пятиконечные. Еще пифагорейцы вкладывали в такую звезду мистический смысл, потому что ее можно неотрывно нарисовать одной линией, что может подчеркнуть ее совершенство и целостность. Это же подчеркнуто их расположением, круг, который также является совершенной фигурой геометрии. Также пятиконечные звезды зачастую символизируют человека, что говорит о гуманистической направленности идеи Евросоюза. 5 конечностей, 5 пальцев, 5 основных чувств. При этом звезды не касаются друг друга, а значит, круг открыт. Евросоюз не является закрытой организацией, доступ в которую закрыт всем тем, кто не входит в нее в настоящий момент. Он готов принять в себя новых членов, если они готовы на взаимовыгодное сотрудничество с действующими. Более того, Евросоюз является активным членом международного сообщества, открыт для внешнего мира и играет свою роль в жизни международных отношений. Число звезд зафиксированное было установлено в 1955 году. Их количество не случайно и не является равным количеству членов Евросоюза, благодаря чему нет необходимости видоизменять флаг каждый раз при присоединении нового государства. 12 считается идеальным числом, что играло роль еще в Вавилоне и легло в основу вавилонской численной системы. По этой причине она называлась 12-ричной. Есть 12 знаков зодиака, которые представляют собой саму Вселенную. Есть 12 месяцев в году, 12 часов дня и 12 часов ночи.
12 египетских основных богов, 12 божеств-олимпийцев, которые сформировали греческий пантеон с V века до нашей эры, 12 кругов на колесницах Древней Греции, 12 подвигов Геркулеса в греческой мифологии, 12 таблиц, составляющих первую кодификацию римского права, 12 рыцарей круглого стола короля Артура в кельтской традиции, 12 ворот рая в Скандинавии. 12 также является важным числом и в иудео-христианском символизме. Древо жизни имеет 12 плодов. Есть 12 сыновей Иакова, 12 патриархов, 12 колен Израилевых и 12 ворот Нового Иерусалима. Моисей послал 12 странников в земли Ханаана. Хлеб, связанный с Иисусом, был помещен в 12 корзин. Иисус говорит о 12 легионах ангелов после поцелуя Иуды. Наконец, есть 12 апостолов. Число 12 также является произведением умножения трех, всегда божественного числа, Троицы, на 4, числа Земли с 4 ее главными точками. 12 – это символ союза между божественным и земным миром, который олицетворяет центральную тайну христианства. Роль играет и тот факт, что при создании флага Евросоюза использовались тексты и знания, играющие роль в истории многих входящих в него государств. При этом не выделялись одни и не отсекались другие. Таким образом были учтены основные мифологии и верования европейских народов. Фон самого флага синий, цвет неба и самой вселенной, космоса. Синий также традиционно является цветом европейского континента. Многие парламентарии сослались на этот символизм, когда Совет Европы готовится принять флаг. Наконец, синий цвет Девы. Камень Марии, синий сапфир, который в книге Откровения украшает основание стен Нового Иерусалима, синий цвет мантии Марии. Таким образом, европейский флаг удовлетворяет всем требованиям идеальной эмблемы. Его символизм просто и легко интерпретируется, оставаясь узнаваемым. Он гармоничен, оригинален и также прост в воспроизведении. Поэтому это идеальный флаг с геометрической, символической и политической точек зрения. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!